99 году я проводил пресс-конференцию в Государственной Думе о взрыве домов. Еще не всех в домах взорвал Путин. Ко мне обратились два сотрудника ГРУ. У них были конфликты, насколько я понимаю, между ФСБ, ГРУ. И ГРУ вообще не нравилось то, что делает Путин, они с ним боролись. Они мне сообщили, что вот взрывы домов и заставляют участвовать в этом. И я устроил такое исследование, что заставил написать заявление мне, депутату Госдумы, что они хотят сказать, как это происходило. Они описали, что вот взрывы домов готовятся. Через некоторое время всем стало это известно насчет взрывов домов. Вот, но там очень смешно параллельно было. Борис Абрамович Жириновский после пресс-конференции в Госдуме попросил меня поговорить с ним, долго объяснял, что я не прав, что Владимир прекрасный человек, что взрывы домов это все полная ерунда. Я дружил с Собчаком, то же самое. Собчак мне говорил: перестаньте, этого ничего не может быть. Вот прекрасный разведчик был российский, советский, чтобы российский. Вот. И в частности, эти ребята мне сообщили, что готовится террористический акт на территории Соединенных Штатов. Это сентябрь 1999 года. Что там участвует какой-то Бен Ладен, какая-то террористическая новая организация. Бен Ладен тогда никому вообще не был известен. Он был тогда, между прочим, не Бен Ладен, а Бен Ладен. Это не важно. То значит, эти террористы собираются самолетами гражданскими торпедировать небоскребы вперед. Ну, вы полный бред. Но я, как ответственный, я дружил тогда с посольством. Вот. Я им тут же это дело рассказал. У меня сказали... А как звали посла тогда? Я уж не помню. Вот, у меня был политический секретарь, я с ней работал, Сильвия ее звали. Она мне организовала встречу с послом, и самое главное, директор представителя ФБР. Я ему все рассказал. Он сказал: это не моего уровня. Вы не можете оказаться в Соединенных Штатах в ближайшее время. А у меня все сорвалось с выборами. Я понял, что мне бесполезно участвовать в выборах. И мне предлагали участвовать в какой-то программе в Соединенных Штатах, проект такой. Ну, я поехал. А губернатор, то есть не губернатор, а конгрессмен Нью-Йорка организовал мне встречу с заместителем директора ФБР. Они приехали ко мне в гостиницу, арендовали подвал, всех выгнали. Я там так еще счастливо оказалось, что при разговоре вот с этими грустниками со мной был один режиссер российский. И он оказался в Вашингтоне в это же время. И я его позвал. Говорю, ну, поддержку, потому что звучало все это, ну, бредом, полным бредом. Небоскребы, торпедирование гражданскими самолетами. И он тоже приехал. Сказал, что да, он присутствовал на одной из встреч. Действительно, ребята, сотрудники ГРУ, депутату Боровому,
рассказали об этом. Вот. И все, собственно говоря, содержание истории. Я о ней написал по-русски уже несколько раз. Вот. Ну, в Америке... там еще была смешная история. В 2003 году я был на слушании в Конгрессе. И председатель комитета по безопасности Конгресса Скотт Уэлдон, я его попросил сделать запрос, чтобы была ли у них эта информация. Что они с ней сделали? И ответ был очень формальный, но очень быстрый. Да, информация была, но из-за несогласованности спецслужб использовать правильно эту информацию мы не смогли. Да. К сожалению, это так, да. После этого и было создано, после 11 сентября и было создано единое агентство, которое координирует информацию между разными разведывательными организациями у нас, потому что они тоже иногда между собой конкурируют и не всегда открывают всю информацию. Я знаю об этом. Я сказать хочу еще одну историю, которая концептуально укладывается даже вот в эту историю про Бен Ладена и 9/11. Я был здесь на слушаниях 3 раза. В 2001 году, в 2003 и 2005. Все 3, там слушания были разные по коррупции, по money laundering, по Ходорковскому, там еще какие-то. Все 3 раза я доклад вставлял большой кусок о возрождении в России вот этой имперской составляющей. И каждый раз это заканчивалось очень интересно. Вот в 2003 году этот самый Курт Уэлдон похлопал меня по плечу и сказал: Костя, холодная война закончилась. Никакой Путин нам не страшен. Все хорошо, мы дружим с Россией. Я нанял, сказал он, Комитет по безопасности Конгресса США 6 сотрудников КГБ бывших. И я ему сказал, что Курт, это не ты нанял. Это они тебя наняли тебя для того, чтобы скачивать информацию. Да. Так что... Ну, понятно. Нет, я... В том же духе. Я думаю, что я выступал, я сейчас книгу написал об этом. Я выступал несколько раз перед этими экспертами на think tanks. Вот, рассказывал им разные вещи. И каждый раз одна и та же история. Да. Константин, вы не понимаете, это у вас конспирология, что Россия теперь наш друг. Вы ненавидите Россию, мы вас понимаем. Вы там диссиденты исторические, но вообще Россия наш друг. Поэтому не мешайте. Под ногами мы не мешайте нам дружить с великой и доброй Россией. Которая стоит на правильном пути. Да, конечно, я вас правильном пути развития. Да. Да, я вас прекрасно понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, да, конечно. И я также понимаю, что когда вы это сообщали, это звучало как бред сивой кобылы, потому что когда даже в начале 90-х, в 2000 году, когда я служил в посольстве в Москве, в американском, то нам приходили письма, люди приходили, устраивали встречи, тысячи писем приходило, я должен был читать их все, потому что они по-русски были написаны. И 90%, 99% это сумасшедшие люди писали. И ты все время вот читал, и потом, даже если из 1000 писем попадалось какое-то одно, где писал человек, ты уже столько читал одни сумасшедшие, что ты казалось, что это тоже сумасшедшие. Даже это уже как бы проходило
автоматически. Хотя у меня были случаи, когда я пару раз прочел вещи, которые я посчитал, что они серьезные, что они Вы имеют были под собой почву. в Коллинзе? Я служил, когда там был господин Коллинз, и когда был посол Пикеринг, и последний раз я там был, когда там был посол Байрел. Дело в Да. том, что с послом Коллинзом у меня были серьезные проблемы. Я был главным редактором журнала «Америка» в это время. И публиковал статьи, так сказать, о демократии, о необходимости развития демократии в России. И довольно резкие статьи. Начиналось возрождение вот это ФСБ, КГБ. И однажды, в 2003 году, когда я вернулся из Соединенных Штатов, мне вдруг сообщили, что размещение рекламы в журнале «Америка», от него отказались 4 крупнейшие американские фирмы в Москве, представительства. Я стал выяснять, и выяснил очень быстро, что посол Коллинз фактически дал указание не поддерживать журнал «Америка», потому что сумасшедший главный редактор мешает ему развитию дружеских отношений с правительством России, с ФСБшниками посещенными. К тому времени, знаете, Коллинз, в то время же мы я думали... секундочку, одну фразу скажу. Коллинз был уволен, это мне уже в Конгрессе сказали, был смещен из Москвы с формулировкой за то, что он превратил Спаса Хаус, резиденции, в клуб бывших сотрудников КГБ. Это мне рассказал один из конгрессменов комитета по иностранным делам. Если вы будете слушать, что у нас сегодня конгрессмены говорят в комитетах по иностранным делам, то они, по-моему, сами сотрудники ФСБ. Проблема в том, что... Сейчас я хочу сказать вам, что я служил у... Проблема в том, что он действительно превратил Спаса Хаус в клуб бывших сотрудников КГБ. И более того, главному редактору журнала «Америка» специальным распоряжением посла было запрещено появляться на приемах. То есть меня перестали приглашать на приемы посольства в тот момент, когда Пикеринг был послом. Когда Пикеринг или Коллинз? Коллинз или Пикеринг? Да, конечно, не Пикеринг, это я оговорился. Коллинз, конечно, Коллинз. И более того, я вам должен сказать, что Путин никогда не решился бы на захват Крыма после того, как в 2008 году в Грузии его фактически американцы остановили. Он бы никогда не решился на захват Крыма в 2014 году, если бы не был уверен в том, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО не будут реагировать на эти его действия. То, что вы говорили про нападение на Нью-Йорк, на Пентагон с самолетами, это понятно, как я уже сказал, в это тогда было очень трудно поверить. Как и в захват Крыма было трудно поверить. Во многие вещи люди просто не хотят верить. Разведывательные органы, им иногда очень часто люди дают очень высокую оценку. Там не гениальные люди часто сидят. Насчет посла Коллинза, я у него служил 2 раза, когда он был заместителем у Пикеринга, первый раз в начале 90-х, и второй раз в 2000-м, когда он уже был послом. Он был человек очень знающий про Россию, он много про нее знал, он правда понимал. Но надо также понимать, чтобы вы не обижались, он выполнял свою задачу, у него было задание, которое он должен был выполнять. Он не был
человеком своей воли. Он был служащим, он был офицером, ну, на генеральский как генерал. Он был послом, но он должен был исполнять волю президента. Поэтому, да, к сожалению, в 2000-х годах очень многие, включая наши разведывательные органы, включая разных дипломатов в Госдепе, которые, к сожалению, очень либерально настроены, очень левацки настроены. Они очень часто принимают форму той страны, где они находятся. Сегодня мы это видим с нашим бывшим послом в Украине, где то, что мы говорим «she went native», она стала очень близко сама с украинскими корнями, почувствовала, что, видимо, это ее народ, это ее люди, и чуть-чуть забыла, что она американка. Вот такое бывает. И поэтому, конечно, они могли вас воспринимать немножко как человека эксцентричного, как человека, которого не совсем воспринимает и понимает Россию, как они это понимают и воспринимают, потому что у вас внутренняя обида, вас же обидели там в России, вы же диссидентом были, вы же все. А они считают, что они на это смотрят трезво, со стороны, непредвзято. И, конечно, когда... Сейчас, нет, не надо, я же вас не перебивал. Поэтому они, знаете, я вообще-то сам обучен перебивать кого угодно, это у меня профессия такая была. Вот, но и поэтому они очень часто так относятся к другим. Потом у нас еще есть в Госдепе, конечно, немножко заносчивости. Они считают, что они умные, образованные, интеллигентные. А там солдафоны разные, зэки разные, там разные бизнесмены, это все жлобы вокруг них. Опять же, я обобщаю, но это был мой опыт работы с посольством. Вопрос по 11 сентября. Вы тогда сказали, что вы говорили с послом Америки, но вы не помните, кто это был тогда. Ну, у меня написано. Они очень подробно. Что? У меня это очень подробно описано в книге. Посла это вообще тема не касалась. Ему это было неинтересно. Это, по-моему, был посол Коллинз 11 сентября. Может быть. Но, по-моему, нет. По-моему... 11 сентября нет. Это произошло все в 99-м году. А вы в 99-м году ходили к ним и говорили, а вот эти ребята из ГРУ, они вам дали же в письменном виде свое заявление, что такое, что нападение на Соединенные Штаты должно произойти называли ли они дату или нет, я не знаю. Они дали в письменном виде, Юр. Я это все передал. И это не заинтересовало. Но они дали как? Они дали, что они агенты ГРУ, там свое имя и все это, и назвали дату, когда это будет происходить, и кто это будет делать, или они нет, просто... дату они не называли, они ее просто не знали. Они сообщили подробности об окружении Бен Ладена, и это меня, кстати, больше заинтересовало, чем сам теракт, потому что информацию, которую я привез в ФБР, это была информация о том, что вместе с Бен Ладеном в подготовке этого теракта принимают участие сотрудники российских спецслужб. Это вот, ГРУ написало, или это вы сказали? Вот смотрите, Юр, вы, наверное, этого не знаете. Значит, сотрудник КГБ или ГРУ или ФСБ, они дают подписку о том, что они ни под каким видом никогда не будут говорить, что они являются сотрудниками КГБ, ФСБ, ГРУ. И эта информация приравнивается к информации, являющейся военной тайной. То, что касается того, что они были сотрудниками, это я знал, и я об этом сообщил. Они об этом... Вы знали-то?
я был депутатом Государственной Думы. Я имел отношение к государственным тайнам. Для меня эту информацию можно было предоставить. Вот. То, что касается этих двоих парней, это тоже, наверное, важная информация. Один из них погиб в автомобильной катастрофе через 2 месяца после того, как передал эту мне информацию, а второй погиб, когда я уже был в Соединенных Штатах. Часть моего предложения для ФБР состояла в том, что я предложил их эвакуировать, помочь эвакуировать из России, вот, если им будет предоставлен статус, я забыл, как он называется здесь, в Соединенных Штатах, статус, который позволяет им получить защиту. Ну, нет, я хочу просто выяснить. Вы говорите, что они в письменном виде дали вам это сообщение. Они в письменном виде сообщили о подготовке террористического акта, о том, кто руководит этой подготовкой, о том, кто находится в инициативной группе. Понятно. А они ее подписали как кто? Как Вася или как полковник? Они ее подписали, не могли подписать как полковник ГРУ. Значит, они подписали как Вася Пупкин там. Они их вообще не подписали. Они дали информацию, которая не была подписана. Просто вот, на бумаге написано. Основная часть. Вы эту бумагу несете к нашему агенту ФБР в посольство. Да. И он ее читает и говорит, кто эти люди, и вы ему говорите, я знаю, что это люди из ГРУ. Нет, он тут же говорит, что это не мой уровень, что эта информация должна быть рассмотрена в Центральном ведомстве FBI в Вашингтоне. Не собираетесь ли вы в Вашингтоне? А я как раз собираюсь. Да, я приезжаю в Вашингтон и все им сообщаю. Кроме формальной информации, я сообщаю неформальную информацию, которая мне известна. И они вам не верят? Я не знаю. Они внимательно выслушивают, записывают. Там агентов было человек 15. Которые выслушивали эту информацию. Я позвал свидетеля, вот этого я вам говорил, режиссера. Там был переводчик, я попросил переводчика, чтобы не было никаких разночтений. Потому что у меня тогда был приличный английский, но переводчик, тем не менее, не помешал. Вот. Они все это выслушали, записали, сказали спасибо, не выразили никакого интереса по поводу программы защиты свидетелей для этих ребят, которые, когда я вернулся в Москву где-то там, не знаю, я был с октября до конца января, в феврале я вернулся, оказалось, что они уже оба погибли. Ну, а вы этим ребятам с ФБР дали имена этих? Да, я этим ребятам из ФБР дал имена этих сотрудников. Они уже тогда знают, что они погибли через пару месяцев после этого вашей встречи. Нет, никто никогда больше этим не интересовался. В тот момент, когда произошел теракт 11 сентября, я практически сразу вылетел в Вашингтон. Вот. Меня в аэропорту задержали, я просидел. В аэропорту ясно было, что у них там какой-то красный флажочек загорелся. Я думал, что они захотят обсудить какие-то детали
А интересно, а почему вот, ну, в принципе, я говорил, я вот когда в посольстве служил, приходило много писем, много людей приходило на встречи, 99% это были сумасшедшие, иногда затеривалась даже какая-то, может быть, и важная информация, потому что, ну, в основном это была белиберда, и люди придумывали там от марсиан до нападений, до ядерной атаки на Америку. Но вот интересно, а вы поверили этим двум ребятам? Тот момент. Это же тоже, наверное, для вас звучало как бред. На Америку будет нападение на самолетах самого какого-то Бен Ладена, КГБ, которого подготовили. Ну, звучит, конечно, если сейчас, конечно, на это слушать, то, конечно, понятно, потому что это произошло. Но тогда, когда это вам рассказывают два парня, вы подставляют себя под такой удар и под такую опасность, а ради чего они это делают? И почему вы им поверили-то? Значит, первое, что я сделал, кроме посольства, параллельно я обратился в Совет Безопасности России. Там Березовский был заместителем. У нас хорошие отношения были с Борисом Абрамовичем. Я обратился не по поводу Бен Ладена, а по поводу взрывов домов. Я дал информацию о том, что значит, эти дома, взрывы, подготавливались сотрудниками ФСБ. Вот. И этих ребят попросил дать сообщение лично в этом значит, Совете Безопасности. Один из них отправился в Совет Безопасности и позвонил мне после того, как оттуда вышел, и сказал, что это не Совет Безопасности. Это теперь подразделение ФСБ. Это новое явление, которое стало проявляться после прихода Путина. Путин пытался подчинить себе все спецслужбы, ну, через ФСБ. Он был когда-то директором ФСБ. Через ФСБ он пытался подчинить все спецслужбы и свести их под один орган управления. Этот орган управления там тогда был Совет Безопасности. Потом по разным причинам он его, ну, ослабил, так сказать, этот Совет Безопасности. У меня была, понимаете, как депутат и как человек очень непростой, у меня была возможность проверять факты, там, любые, через спецслужбы, через какие-то свои каналы. Я дружил, там, скажем, с Александром Николаевичем Яковлевым. Когда на процессе Новодворской вдруг один из свидетелей, так сказать, экспертов, начал нести ерунду, и мне показалось странной эта ерунда. Вот, я попросил достать его личное дело. Это был сотрудник тогда прокуратуры. И оказалось, что это был в 1953 году следователь на процессе врачей. Понимаете? То есть мне удалось тогда вот даже такое достать. Вот. С этими ребятами... Почему вы поверили-то этим ребятам? Ну, потому что я это проверил. Я вам намекаю на это уже давно. Я это проверил. У меня была возможность это проверить. Они действительно были сотрудниками ГРУ. И они не хотели, и они вам эту информацию сливали, потому что они не хотели подкладываться под ФСБ. Они сливали эту информацию по многим причинам. У меня было ощущение тогда, что они сливают эту информацию, может быть, даже в связи с разрешением руководства ГРУ, которое испытывало очень серьезное давление со стороны ФСБ. Потому что я вам уже об этом говорил. Потому что ФСБ, Путин пытались контролировать все российские спецслужбы. В том числе...
А вы их не спросили вопрос, а зачем Путину нужно атаковать Нью-Йорк и Пентагон? Информация о том, что Путин атаковать будет Нью-Йорк, у меня никогда не было. Еще раз, я люблю очень точность, Юра. Хорошо, Значит, у меня была информация о том, что подготавливается неким Бин Ладеном и организации, которой никому не известна была тогда, Аль-Каида, подготавливаются теракты на территории Соединенных Штатов. И что в сотрудничестве с Бин Ладеном участвуют российские спецслужбы. А зачем им для чего им это нужно было? Об этом я пишу книгу, о том, что воспитание сотрудников КГБ – это привитие имманентной ненависти к Западу, к демократии, к Соединенным Штатам. Это даже от них не зависит. Это некоторая такая почти генетическая установка, которая получается в результате специфики отбора и тренинга, подготовки. И после этого, когда случилось 11 сентября, вы приехали обратно в Соединенные Штаты и сказали, я же вас предупреждал. Нет, нет, я прилетел в Соединенные Штаты, и я был уверен, что ФБР захочет подробную информацию, и привез эту подробную информацию. Но интересы защиты собственной жопы оказались для ФБР важнее. Поэтому меня никто не трогал до 2003 года, когда я выступал на слушаниях первый раз или второй раз и рассказывал об этой ситуации. А мы вместе с председателем Комитета по безопасности Конгресса попросили у ФБР объяснить, почему получали ли они эту информацию. Они сообщили, что да, получали, но не использовали из-за несогласованности в деятельности спецслужб. Да, потому что другие спецслужбы не подтвердили это. Плохо. Но это то же самое. Мы с вами начали говорить про Крым. То же самое. Мы кричали, я кричал. С посольством еще были нормальные отношения. Я давал информацию самую разную. И мне отвечали, этого быть не может. Не может этого быть. У нас нету никакой подтверждающей информации. На следующий день после захвата Крыма протечка о том, что решение не замечать этих зеленых человечков, это политическое было решение, а спецслужбы Соединенных Штатов, спецслужбы НАТО, think tank натовские, все прекрасно знали. Получается так, что у вас было и по 11 сентября информация, и по Крыму информация. Хотя, когда уже был Крым, то вы уже депутатом не были. У меня была информация по 11 сентября, это одна история. У меня была информация экспертная по возрождению имперской России, о чем я докладывал в 2001 в Конгрессе. В 2003-2005 году меня похлопывали по плечу и говорили, что ты сумасшедший правовой. В России демократия, и Путин наш друг. И никаким твоим этим... они признали, что да, вы информацию получали, но проработали ее недостаточно и не приняли ее всерьез. Это да, спецслужбы, они не гениальны. Я думаю, что по 11 сентября уже тогда все понятно, что господин Бурак Константин сделал свою работу, он доложил, что все, что он знал, а спецслужбы, будучи спецслужбами, проворонили это.